Всем доброго вечера. Сегодня всем ответила. На удивление, много энергии. Много сделала дел. Видите, у меня голос немного охрип, потому что очень много нужно было успеть сделать и очень многим ответить. Но все успела, все смогла. И теперь снимаю вам видеоролик, ритуал. И ритуал будет следующий. Мы с вами призовем 12 монгольских духов удачи. Как правило, когда в Монголии происходили какие-то праздники, события, то гости, когда заходили в дом хозяев, если они любили этих хозяев, если дорожили ими, если желали им добра, то произносили определенные заклинания и призывали 12 духов, желая, чтобы эти духи подарили этой семье много добра, много хорошего и оберегали от всякого зла. То же самое делали, когда благословляли молодых. Есть различные направления, различные ритуалы вызова этих духов, или просто произносили их имена и как бы призывали их для удачного дела. Но, естественно, они больше слушают и помогают человеку, если к ним обращаться с помощью ритуала, то есть призвать их, то есть почитать их, да, показать им свое почтение, уважение и поклонение. В этом ритуале что нужно делать? На самом деле вот этот красивый алтарь, он создан для того, чтобы ритуал был красиво оформлен и преподносился красиво. Но вам этого делать не следует. Однако вам нужно иметь дома овечью шерсть, шкуру овцы. Но настоящую, не синтетическую. Можно, конечно, обработанную, но чтобы это была овечья шерсть. То есть руно. Это руно нужно накинуть на плечи или обмотаться этим руном, но шерстью вовнутрь. То есть кожа должна быть... Все, уже запуталась. Шерсть должна быть внутри. То есть кожа овцы должна быть снаружи. Потому что шерсть – это символ богатой жизни. Шерстью овцы, с руном овцы очень много различных ритуалов, призывов богатства и прочее. Считалось, что таким образом призывается достаток в дом. Понимаете, как все корни этих работ уходят в глубокую древность. В древности в основном, особенно кочевники, они же были не земледельцы, они были скотоводы. То есть единственное, что их поддерживало, их жизнедеятельность, что они могли торговать, на что могли обменять там товары, которые нужны были, то есть обменять у других народов, товары первой необходимости. Это все то, что производили их, то есть их стада, да. Крупнорогатый скот, мелкорогатый скот. Ну, в основном был мелкорогатый, потому что овцы, они более, скажем так, такие выдержанные, они выдерживают долгие дороги, они более устойчивые к степной этой всякой там степным проявлениям, могут найти себе еду и в голых степях и прочее. То есть меньше с ними хлопот. И поэтому, естественно, была овечья шерсть. Из чего делали нитки, из чего вязали, из чего там различными способами там изготавливали всякие там
красили в разные цвета, из шерсти ткли, там что еще, уже запуталась. Ну, одним словом, сукно и прочее, прочее. Это все получалось из овечьей шерсти. Нет, не сукно, извиняюсь. Ковры, там, карпеты их называли, такие более жесткие ковры, которые кидались на тахту и прочее. То есть это все считалось символом богатства. Вот богатство кочевника. Шерсть, мясо, молоко, то, что он мог обменять на другие товары, то, что он мог продать, или, в конце концов, то, чем мог питаться и одевать, и поддерживать свою жизнедеятельность. Так что овечья шерсть или руно овцы считалось символом богатства. Итак, нужно накинуть на плечи или обмотаться овечьей шерстью, кожей снаружи, а шерстью внутрь, как тулуп одеть, и начитать 12 раз. Значит, накинули эту шерсть или обмотались, встали посреди комнаты, поклонились, вот так сделали земной поклон и прочитали. И каждый раз, когда вы начинаете читать, нужно кланяться, то есть вот таким образом, и начать читать. Вот начитали 12 раз, все, эту шерсть сняли с себя, положили куда-нибудь, где у вас обычно лежит, и все, и пошли дальше по своим делам. Если вы хотя бы раз в неделю будете проделывать этот ритуал, вы сами не заметите, как у вас, точнее, вы заметите, как у вас начнут прибавляться, если вы там продажей занимаетесь, клиентская база, то есть, ну, мало ли кто чем занимается, да, там новые предложения, новые заказы и прочее. В основном вот такие ритуалы, они лучше для людей, которые на себя работают. Но, невзирая на это, может появиться еще и возможность заработать на официальной работе, на окладе. То есть могут вам предложить какие-то подработки и всякое такое. Отовсюду будет приходить. Я вам уже говорила, вы проведите, а Вселенная сама решит, каким образом вам помочь и подарить то, что вы просите. Итак, начнем. Вот таким образом. Чтобы вы видели эту красоту. 5 могучих гор передо мной. Первая гора на востоке, вторая гора на западе, третья гора на севере, четвертая гора на юге, а посередине золотая гора. Я на золотую гору взойду, великому солнцу поклонюсь, в овечью шубу облачусь. Так называли, овечья шуба. Да позову 12 духов удачи. Альгык, Кайнал, Бакху, Жаргал, Церен, Гыгзе, Гунге, Солон, Йенге, Чонжела, Хонгре, Янгре, извиняюсь, Чонжеме, Хонгре, Янгре, меня от всякой беды заслоните, удачу и богатство подарите. Ноос, Хендей, Устей, Миньи, Герт, Маш их Мёньё, Бурхан Надат, Эд Баялгы, Йогдек, Иим Байгасай. Для новичков, напоминаю, в течение некоторого времени эти ритуалы будут напечатаны и под роликом. Поэтому прошу 1000 раз в день не писать. А как же там другие языки, мы не понимаем, что делать. 5 могучих гор передо мной. Первая гора на востоке, вторая гора на западе, третья гора на севере, четвертая гора на юге. Я посредине золотая гора. Я на золотую гору взойду, великому солнцу поклонюсь, в овечью шубу облачусь, да позову 12 духов удачи. Алгык,
Гайнал, Бакху, Жаргал, Церен, Кигзе, Гонге, Солон, Йенге, Чонжеме, Хонгре, Янгре. Меня от всякой беды заслоните, удачу и богатство подарите. Ноос хендей, устей, мини герт маш, ихмёнго, бурхан надат, эд баялгы, йогдог, иим байгасай. Забыла сказать, эти 12 духов удачи в Монголии считаются сынами солнца. Поэтому и в начале ритуала заговора поклон солнцу и просьба и зов, да, клич 12 духов. Уточню. 5 могучих гор передо мной. Первая гора на востоке, вторая гора на западе, третья гора на севере, четвертая гора на юге. Посредине, да что ж такое, посредине золотая гора. Я на золотую гору взойду, великому солнцу поклонюсь, в овечью шубу облачусь, да позову 12 духов удачи. Алгык, Гайнал, Бакху, Жаргал, Церен, Кыгзе, Гонге, Солон, Йенге, Ченжеме, Хонгре, Янгре. Меня от всякой беды заслоните, удачу и богатство подарите. Ноос хендей, устей, мини герт маш, ихмёньё, бурхан надат, эд баялги, йог-йог, йог-йог, извиняюсь, и им байгасай. Да, сложный язык. Но я хочу вам сказать, что очень многие хвалят монгольские ритуалы и говорят, что у них очень замечательно получается, особенно монгольские ритуалы. А те, кто знает монгольский язык, удивляются, как я могу так, скажем так, грамотно и правильно составлять на монгольском языке заговоры и ритуалы. У меня есть маленький секрет. И он касается не только монгольских ритуалов. Самое главное, чтобы это было составлено правильно, литературно и работало. Согласитесь? А как это получается? Я уже все вам рассказываю. Позвольте что-нибудь и себе оставить. Всем удачи, всех благ. И не бойтесь никаких трудностей. Если с вами рядом силы Вселенной.